Principle number one is live the life you've always dreamed of, is to dare to dream. И первый принцип – это дерзайте мечтать. Be one of the people who will say to themselves, I'm going to dream of something greater. Будьте таким человеком, который себе говорит, я хочу мечтать о нечто большем. I'm not going to live an average life. Я не собираюсь жить обычной жизнью. I'm not going to live a mediocre life. Я не собираюсь жить вот этой усредненной и унылой жизнью. I'm not going to live status quo. Я не собираюсь сохранять вот это статус-кво, свое существующее положение. But I'm going to dream of what my life could be. Но я собираюсь мечтать о том, какой может стать моя жизнь. Number two is that vision is the cornerstone of life. Второй принцип – это ваше видение, это самый краеугольный камень всего дела. What is the vision that you have for what your life can become? Вот какое видение у вас того, чем собираетесь вы стать? The third principle is goals are for achieving. Третье – это цели, которые мы собираемся достичь. We're going to help you understand the power of setting and achieving goals. И я собираюсь помочь вам понять ту мощь, которая возникает тогда, когда мы ставим цели и достигаем их. Number four Мой четвертый принцип is that it is the tenacious bird that gets the worm. Что именно настойчивая птичка получает червячок. Are you willing to be tenacious, to persevere for those things that are your dreams and your vision? То есть вы должны проявлять упорство и настойчивость для того, чтобы шаг за шагом достигать то, что вы поставили в виде цели и наметили в виде вашего видения. I will say about the early bird. Yes, oh, okay. Здесь лично Крис переделал эту народную пословицу. Ранняя пташка получает червячок, ранней пташке достается червячок. Он настаивает, что настойчивой пташке достается червячок, а не ранней. Здесь он, так сказать, вот, по-хорошему противоречит традиции. Sometimes our sayings don't translate into your sayings. Иногда с культуры на культуру пословицы не переводятся. And I know when that happens because you look like this. И я знаю, что это случается, потому что нет отклика, который я ожидаю. So I'll try to help you understand what I'm trying to А say. мне всегда хочется, чтобы вы поняли то, что я стараюсь вам предложить. Number five is to get and stay motivated. Пятый принцип – это возбудить в себе мотивацию и сохранять ее, оставаться мотивированным. And we'll talk about motivation. И мы будем говорить о мотивации. Number six is that it is better to give than to receive. Шестое – это то, что лучше отдавать, чем получать. Is it good to receive? Это хорошо получать, а? Yes, it's good to receive. Да, конечно. I like to receive. Да, я должен получать. But it's also good to give. Но также хорошо и отдавать. And I found that the most successful people in life are people who are generous and they give. И я убедился, что наиболее успешные люди в жизни – это те, которые щедры. Number seven is relationships are the core of our existence. Седьмой принцип – это отношения являются самым существенным элементом нашей жизни. We all have relationships, family relationships. У нас есть отношения с людьми, например, семейные отношения. Those of you who are in network marketing and in sales, you are in the relationship те, которые business. занимаются сетевым маркетингом, вы непрерывно находитесь в общении с людьми. In fact, it has less to do with your products and services than it does your По relationships. существу это не столько зависит от тех продуктов и от тех услуг, которые вы предлагаете, но в большой степени от тех отношений, которые вы сумеете развить. Number eight is keeping your balance. Восьмое – это Keeping your balance. Making sure that you have both money, but you also have health, and you also have relationships. Будьте гармоничны, то есть обеспечьте так, чтобы были и деньги, и чтобы были хорошие взаимоотношения, и чтобы была возможность наслаждаться жизнью. Number nine is achieving financial freedom. Будьте сбалансированы, это перевод был. Девятый, это... Number nine is achieving financial freedom. Девятый принцип – достигаем финансовую независимость. And this is not so much about
having money. И здесь дело идет не столько о том, чтобы иметь много денег, But making sure that money doesn't have you. но надо сделать так, чтобы мы имели деньги, а не деньги владели нами. How to make sure that you control money, but not money control you. Каким образом поставить дело так, чтобы вы управляли деньгами, а не деньги управляли вами? I've seen money make people, give people wonderful opportunities. Я видел, когда деньги дают прекрасные возможности людям. And I've also seen people get money and it's destroyed them. Но я также видел случаи, когда люди получали деньги, и это их разрушало. How do we make sure that we have money Каким образом мы гарантируем то, without money having us? чтобы мы владели деньгами, без того, чтобы они владели нами? And number 10 is attitude is king. И 10-й, последний, это наши установки, это наш царь. King, значит, наш король, но у нас нет королей, у нас цари. Значит, властвуют над нами наши установки. When you look around this room, you see people who are allowing themselves to dream. И вот здесь в комнате мы видим людей, которые разрешают себе мечтать. During the breaks and the times that we have in between the sessions, introduce yourself to other people. Ага, используйте наши перерывы, кофе-брейки, и на то, чтобы представиться друг другу. You may not know other people who are here, but you should know them because they're just like you. They're dreaming of a better life. Вы уже понимаете, хоть вы и не знакомы, но вы можете быть уверены, что люди, собравшиеся здесь, они тоже мечтают о лучшей жизни. No matter where I go around the world and I speak, Неважно, где я выступаю в мире, the size of the crowds, they vary. число собравшихся различно. Sometimes there's 200 or 300 or 400. Иногда 200, 300, 400 человек. Other times there's 5,000 or 6,000 or Иногда 7,000. 5-6 тысяч может быть. But no matter where I go and no matter what the size of the crowd, Но независимо от размеров, there's always more people who didn't come. всегда остается еще больше людей, которые не пришли сюда. And it makes you realize the importance of the people who came. И вот это уже говорит о том, что есть нечто важное общее среди людей, которые пришли. Because most people are just out living their life and doing their Потому thing. что большинство, они находятся за пределами этого зала, они живут своей обычной жизнью и делают свое рутинное дело. But you've said, I'm going to make a difference. Но вы уже сказали, я собираюсь что-то менять. The fourth is to develop a step-by-step plan. И четвертое, это разработать план, четкий, шаг за шагом. Over the course of the next couple of days, we're going to talk about some theoretical things. Опять мы впоследствии будем говорить о некоторых вещах теоретического плана. But we are also going to talk about how to do things. Но мы будем также говорить о том, как делать вещи. We're going to talk about practical things that you can actually do when you walk out the door. Мы будем говорить о тех практических вещах или практических шагах, которые вы сможете сделать, как раз выйдя за пределы зала. Theoretical things are nice. То есть теоретические вещи — это милое дело, But theory doesn't change your life. но теория не изменяет вашу Action жизнь. changes your life. Действия могут изменить вашу жизнь. What do you need in a step-by-step plan? What do you need to find? И что вам нужно включить в этот пошаговый план? Number one is a timeline. Первое — это установить сроки. How long will it take? What's the timeline? Сколько займет у вас этот процесс? Have you heard the saying, if you fail to plan, you plan to fail? Есть такое выражение, слышали его раньше, я лично не слышал. Если вы не смогли спланировать, значит вы спланировали свою неудачу. You see, sometimes people do not plan to fail. То есть люди, которые не могут спланировать дело к лучшему. Nobody wakes up in the morning and says, I'd like to be a failure today. Ведь никто не просыпается с мыслью, я хотел бы быть сегодня пораженцем, я хотел бы потерпеть неудачу сегодня. Нет. Nobody looks in the mirror and says, you are a failure.
Никто не смотрит в зеркало и говорит: ах ты, этот самый неудачник. Instead, we wake up and we say, I want today to be good. Вместо этого мы просыпаемся и говорим себе, что я хотел бы, чтобы все было хорошо. But if you don't have a plan, you plan to fail. Но если у вас нету плана на лучшее, значит вы спланировали тем самым на худшее. Also, in a step-by-step plan, you need action steps. What is it that you have to do? И также в этом пошаговом плане должны состоять практические шаги действий. It's one thing to talk about the possibilities of what your business can present. Одна вещь говорить о тех возможностях, которые появляются в вашем бизнесе. It's another thing to say, what do I need to do to make it work? Это говорить, что я должен делать для того, чтобы все сработало к лучшему. И мы об этом тоже будем рассуждать. You need to know what resources you will draw from in your Вам plan. надо также спланировать те ресурсы, которые вам понадобятся для достижения своей цели. И какие усилия понадобятся? Who will need to be involved or will need to Кого give me нужно advice? привлечь к этому делу, чтобы его выполнить? As part of a plan, you need to have an evaluation tool. И обязательно, как часть плана, вам необходимо иметь некий инструментарий оценки. You need to be able to come to the end of your actions and to look back and say, was this productive? Вы должны иметь нечто, которое бы вам позволило, дойдя до конца этого действия, оглянуться и оценить, а было ли оно эффективным и продуктивным. And another aspect of a dream and a step-by-step plan is a celebration. И еще один аспект такого плана – это празднование. If you're going to work hard for your dream, make sure that you enjoy it. Как бы ни было трудным вот эта работа по воплощению мечты, обязательно сделайте так, чтобы оно доставляло вам удовольствие. Она доставляла вам удовольствие. If you're going to discipline yourself day by day, when you finally achieve it, make sure that you enjoy it. Вот вы, так сказать, дисциплинированно движетесь и действуете день за днем, обязательно, когда вы достигнете цели, сделайте себе торжество, праздник. We talked a little bit earlier about ownership. Мы уже говорили о собственности, о том, Owning your own чем business. владеем, чтобы вы владели собственным бизнесом. But there's something else that you own that I want to talk to you about owning. Но еще что-то находится в вашей собственности, о чем я хочу с вами поговорить. Have any of you heard of the writer Dr. Phil? Вы слышали о писателе раньше? Dr. Phil, he's a writer. Have you heard of Dr. Phil? Доктор Фил. You're lucky you haven't heard of Dr. Phil. Dr. Phil is, some people know. He wrote a book called Self Matters. He's very famous in the United States. В США он очень знаменит. He's from Texas. Он из Техаса. Big guy. Такой огромный парень. And he wrote a book that I read a long time ago, and the most important thing about that book is about ownership. И он написал книгу, которую я давно прочитал, и что самое там было главное, что он писал о собственности. There's lots of things that we do not own. Существует масса вещей, которые нам не принадлежат. There's one very important thing that we own. Но есть одна очень важная вещь, которая полностью в нашей власти, которой мы владеем целиком. And that is that we own our own life. Это я сам. You own your own life. И вы владеете своей собственной жизнью. Lots of times people don't want to take ownership of their life. И во многих случаях люди не хотят как бы принять во владение собственную жизнь, распоряжаться. We view ourselves as victims. И они смотрят на себя как на жертвы. We say, well, I could be successful except for all of this other stuff. Мы говорим, вот я бы, конечно, был бы успешный, если бы не те. Прекрасная шутка, когда жена говорит, мы были бы прекрасной парой, если бы не ты. But successful people say, I own my own life. Но люди, достигшие успеха, они говорят, я владею собственной жизнью. I can do what I want. Я могу делать, что я хочу. You get to choose to do with only one person. You get to choose what to do with only one person, and that's you. Вы можете решать, что может и должен делать только один человек. Это вы сами. I've written 10 books. Я написал 10 книг. My last few books have been fiction. А мои последние несколько книг это были художественные. In fact, do we have? Oh, we do.
Now here's a... We're talking about making this into a movie next year. А мы сейчас собираемся поставить фильм по этой книге. На будущий год. A little book. Совсем маленькая книжка. It's not brain surgery. Это не о том, как делать операцию на мозге. It's not astrophysics. Это не астрофизика. But it's a good little book. Но это хорошая, небольшая книжка. One of the things I like about writing fiction вот что мне нравится, когда я пишу художественное произведение. Is that I get to create lives. Это то, что я могу создавать жизни. I sit down and I write and I get to make them do whatever I want them Я to do. сажусь, и я могу заставлять людей делать то, что я захочу. And I was thinking about that. И я об этом задумался. What would happen if we began to write our own lives? Что если бы мы стали писать историю своей собственной жизни? What if we said, you know what, my life is a blank sheet of paper. Давайте представим себе, что моя жизнь сейчас это чистый My лист future бумаги. has not been written yet. Мое будущее еще не осуществилось. And I can create it. И я могу создать его. I can choose and make a decision to let it be whatever it is that I want it to be. Я могу сейчас свободно принять решение и стать тем, чем я захочу. You see, your ultimate destination in life is set by you, not somebody else. И еще раз осознаем, что конечная наша цель и кем мы станем в конце концов определяется нами и только нами и никем иным. In fact, one of my favorite quotes is from Tony Robbins. Вот у меня есть одна очень приятная мне цитата. Most people overestimate what they can do in a year. Большинство людей, они переоценивают то, что они способны достичь в течение одного года. But they underestimate what they can do in 10 years. Но они недооценивают того, что они могут совершить за 10 лет. Most of us think that we can achieve more than we can in 1 year. Именно и мы, большинство из нас, думают, что многое можем достичь в течение одного лишь года. But we're completely unaware of what we could accomplish in 10 years. Но мы совершенно не имеем представления в отношении того, что мы можем достичь за 10 лет. And number 7. И седьмой шаг. You have to diligently, Вы должны тщательно и старательно, methodically, методически and relentlessly и без устали work at achieving your dream. работать и двигаться в сторону вашей мечты. Every day, Каждый день, every week, каждую неделю, every year. каждый год.